Так, значит, смотрите, как у нас клиент лежит. Он лежит у нас неправильно, да? Если она вот так вот долго пролежит, то у нее начнется головная боль, особенно если она будет склонна к гипертонии. То есть она должна мордочку опустить вот в эту, да, в дырочку. Мы проделываем дырочку для носа, чтобы она могла дышать. Ну, мы с вами таз, не знаю, не диагностировали. Там над лобком больно, нет? Нет? Ну, вот с этой стороны, мне кажется, выше. А вообще так. Потому что одна нога короче. А, да? А, точно. Точно, точно. Ну, потому что не выросла немножко. Не доросла, да. Вот с этой стороны у нее крыло таза выше, с другой ниже. Ну, если у нее ножки как бы неровные, то, конечно, тут так и будет, по большому счету. Но все равно. Нам же надо сделать легче. Как мы будем с вами отрабатывать ягодичные мышцы? Они идут по периметру таза. То есть мы тут сразу со всеми поработаем, со средними ягодичными и с большой ягодичной, и по периметру крестца. Вот у нас крестец. Я обычно это делаю локотком. У нас большая ягодичная мышца, она... Ой, высоковато для меня кушетка. Ой. Ладно, так, нормально. Ой. Вот так вот. Вот. Угу. То есть я встаю по периметру, ну, как бы так вот удобно локотком, чтобы пальчиками вам не работать. Не больно? Не больно, все прекрасно. Ну как, там ощущается, но мне это долгожданно приятное действие. Понятно. Она просто Как будто садомаза. Ей надо, чтобы Нет, было как будто сильно. устала, вот такое ощущение. Вот, то есть большие ягодичные мышцы, да, ну не в очень хорошем состоянии, естественно, поэтому больновато, оно как сладко больно, вот знаете, как приятно хочется. То есть, да, сейчас мы работаем по всему периметру крестца. Я это делаю локотком. Тут я регулирую вес своего тела, потому что девочка худенькая, я ее чуть-чуть сняла, но тем не менее. Если я буду это делать пальчиками, у меня пальчики быстро устанут. Вот, и я немного ногу приподняла для того, чтобы сократить мышцу. А можно на валик, да, так же? Да, да, можно на валик. Нет, да, как хотите. Вообще мы можем посмотреть изначально, как у нее стоят ягодички. Ну, не знаю, то ли я поработала, то ли так и было, да, то есть вот это стало чуть повыше и пособраннее, да. А это вот она, вот видите, как разваленная такая. Что вы сейчас локотком, это... Да, я ну как бы ей И она включила. уже так вот раз и поднялась, Да. Но она также и опустится, если ты ее не будешь тренировать и не будешь... Да, тренировать надо ее, сжимать будет и выполнять упражнения, и ходить правильно. Да? То есть когда мы ее включили, держи ножку. Угу, держи. Еще. А это мы ее тренируем. Угу. Вот. Да, и точно так же мы поработаем и с другой ножкой. То есть проходим по всему периметру. И еще я очень люблю завязывать таз. Потому что когда таз нестабильный, косточки разваливают, ну, веревочкой завязывать. В каком месте? И пошла домой. И пошла. Нет, мы это делаем прямо на сеансе. Для того, чтобы включились мышцы, нам нужно стабилизировать кости. Потому что мышцы не включатся, если кости нестабильны. Кости нестабильны, ну, в общем, как получается замкнутый круг. А если мы берем какую-нибудь салфеточку, ремешок, завязываем ей таз между бугром, ой, господи, вертелом, током, вертелом и крылом таза, вот где-то посерединке. А где тогда работать этим Сейчас. локтем? Да. Да, и тренировать все. Вы знаете, это такое спасение, вот у кого проблемы с тазом, вы себе не представляете просто. После родов также собираем. Вот, смотрите, как красиво. А вы не хотели. Никогда не носила бантов на попе. Как миленько. Прям как подарок мужчине. Извращаюсь. Это девочки от гипоксии, правда. Мне не хватает воздуха. И потом вы точно так же, может быть, или выключить этот кондиционер на тепло. Вот. И точно, не больно? Ну, больно. Тоже больно, да?
Вот. Ну, конечно, лучше приподнять ножку вот так вот и так вот пройти. Ну, подержите. Мне просто не хочется акробатические эти делать. Больновато, да? Вот, тогда мы поработаем подольше в том месте. Это у нас что, да? Места крепления ягодичных. По тазовым костям. Мы Хотя проходим здесь, ноющая боль здесь. и что освобождается, Мгм, да? да, конечно. Чуть-чуть расслабляется. Потому что рефлекторно будет расслабляться поясница. Значит, есть закон. Если где-то болит, и к вам пришел клиент и говорит, знаете, у меня болит поясница, вы ни в коем случае не лезете туда, где болит. Поясницу. Если болит поясница, первым делом надо сделать ягодицы. Надо их завязать и вот так вот пройти. Мгм. Отлично. И теперь пожимай ягодички. Сжала, разжала, сжала, разжала. И вот дома так вот тоже завязывает себе тряпочкой или ремешком. Или она лежит на животике? Нет, или она ходит, на спинке, ходит, сидит, сжимает, разжимает Хорошо, периодически. и задание, ну, пациенту задание, как часто? Насколько она? 3-4 часа в день. Особенно если после родов. 3-4 часа в день в течение недели. Через недельку она к вам приходит, у нее будет очень хороший результат. Здесь мячиком можно точно так же катать эту мышцу. Можно? ягодичную. Да. Ну, можно, конечно, если он будет все это выполнять, что вы ей скажете. Да ладно, хоть бы нам самим. Ну вот. И что, все, по-моему. А почему вот Ольга у меня И смотри, да, спрашивай, чтобы мне не забыть вам болит сказать. ноющая здесь, Ага. ну, А больнее здесь. постоянно, а вот когда вы мяжем, здесь Ну, там идет же, да. Мгм. Ну, с одной стороны расслаблено, с другой напряжено, конечно. А здесь идет разбалансировка. здесь Здесь расслаблено, здесь напряжено. Ну да, Смотрите, у нас же есть еще средняя ягодичная и большая ягодичная, разные это мышцы. Если у нас большая ягодичная – это фазическая, то средняя ягодичная – это постуральная мышца, да? И она всегда в напряжении, поэтому она может болеть. Я вот ей сейчас здесь отрабатывала, я отрабатывала ей среднюю ягодичную мышцу, ей больно, она в напряжении. А здесь у нас болит вот здесь грушевидная болит. Грушевидная болит. Вот здесь болит? да, ну там в глубине прям. Может быть спаечка. А здесь спаечка между средней с большой. Да, вот и все. Вот она и болит. Ага. Нежно локотком. С любовью. С любовью. Да, не ошибетесь. Молодец, правильно, Валентина. То есть все вот по всему периметру здесь прошли, и вот в эту дырку залезли еще между ними. И будет очень даже классно. Ну, реально, и попа прям становится красивой, и не болит. И поясница перестает болеть, потому что тогда уже не надо держать поясницы, держать вот этот таз, пытаться. Что мы будем делать с грушевидной? Ее мы не будем массировать, естественно. Мы ее будем растягивать. Вот. Можно попросить вас показать? Стань. На ножке? Нет, на ножке прям. Прям на ножке. Сейчас я встану, я просто представляю себе, как я выгляжу. Видишь на видео, как Да, вот так вот ножку задираешь, кладешь вот сюда ее. Нет, вот так. Угу, умничка, да, вот. И так вот. Я прикрою. И лежи. Тянется. сама дома. Да. Ну, еще, подожди. Она сама так? Да, прям вот можно минуток 5 вот так полежать. А сейчас что у нее должно тянуться? У нее сейчас тянется грушевидная. Мы ее отрабатывать не можем, потому что она болезненная, там нервы. Если она, тем более в таком укороченном состоянии, если там отек и так далее, будет жутко больно. И она не растянется, как бы мы ничего с ней не сделаем. А вот таким вот образом полежала чуть-чуть, прям можно до 5 минут. Потом другую ножку точно так же растянула. То есть мы убрали сначала, стабилизировали таз, включили ягодичные. Уже рефлекторно и поясничка, и грушевидная уже готовы к тому, чтобы расслабиться. Растянули грушевидную, аккуратненько очень выходим. Ножку поставила, умничка. Ага. Это же можно и лежа делать.
Ну да, можно лежа. Ну, я уже не стала лежа, лучше так. Сейчас в зеркало будешь тут ножки задирать. Да, можно это лежа делать, да, в определенной позе. Все. И вот в таком положении 3-4 часа в день каждый день ходим, если таз нестабильный. Ягодицы сокращаем, да? Да, и сокращаем ягодички при этом. Ну и ходим правильно, учим клиент. Все, можно снимать бантик.